Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня в ролике хочу рассказать вам про видеокарты RTX 3070, которые начали дешеветь, и поведать о удачном запуске Ryzen 5 5600X на относительно старой материнской плате. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас, но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И с вашего позволения я начну с гигантской видеокарты RX 6900 XT, которую уже готовит компания PowerColor. Такая малышка войдет в линейку Red Devil и будет представлена как в обычной комплектации, так и в версии Limited Edition. Устройство получилось максимально огромным и займет минимум 3 слота расширения. По первым данным, такая видеокарта получит целых 3 разъема питания, а подробные характеристики пока что остаются неизвестны. Тем временем компания Team Group представила новые модули оперативной памяти DarkZ с маркетинговой приставкой FPS. Разработчик утверждает, что такие планки оптимизированы специально для повышения показателя FPS, и для их производства выбраны самые удачные банки памяти. Это позволило им добиться частоты 4000 МГц при таймингах 16, 18, 18, 38, но напряжение при этом составляет 1,45 вольта. В продажу такая память поступит в начале следующего года, а 2 планки по 8 ГБ обойдутся в $140 США. Компания же Asus анонсировала новый игровой монитор из линейки TUF Gaming. Такое детище построено на матрице TN и имеет диагональ 24,5 дюйма в разрешении 1920 на 1080 пикселей. Но главной фишкой новинки выступает далеко не это, а частота обновления, которая составляет 280 Гц, и время отклика, заявленное в половину миллисекунды. Но для игр на мониторах с такой герцовкой нужна хорошая видеокарта, которая стоит нынче очень дорого. Однако RTX 3070, судя по всему, решила постепенно становиться исключением из правил. В последние дни во всех магазинах цена начала постепенно падать, хотя до уровня рекомендуемой ей до сих пор далеко. Но некоторые модели подешевели очень сильно. Судя по всему, до магазинов наконец-то доехала обещанная предновогодняя партия, о которой рассказывала Nvidia. А в описании я оставил ссылочки на самые интересные модели RTX 3070. В красном же лагере сейчас бушует лютая неразбериха с процессорами Ryzen 5000 серии. Многие говорят, что в продаже их не найти, а кто-то идет против AMD и создает прошивки для старых плат. Именно так поступила компания ASRock и сделала альфа-версию BIOS для материнской платы X370 Taichi. На ней уже смогли запустить Ryzen 5 5600X, но в открытый доступ такая прошивка пока не попала. А вот пресс-служба AMD официально заявила, что платы 300 серии поддерживаться не будут. Но, судя по всему, отдельные экземпляры таки получат поддержку. Кстати, на этой же прошивке и плате завели еще Ryzen 3 4350G, о чем свидетельствует запись в CPU-Z. Тем временем компания MSI официально рассказала про поддержку Zen 3 на своих платах 400 серии. Они еще раз подчеркнули, что все платы получат обновление со временем, а на данный момент они выпустили AGESU 1100 Patch D, которая позволит полностью поддержать новые процессоры и обеспечить стабильность. В новой прошивке уже реализована технология Resize Bar для активации Smart Access Memory, и они рекомендуют на нее обновиться, чтобы получить максимальное быстродействие. Выходит, что платы MSI стали первыми, кто реализовал поддержку изменения размера бар на 400 платах. Также было отмечено, что с AGESU 1180 имеются проблемы, поэтому выпускать они ее не будут. Также на днях была анонсирована самая быстрая RX 6900 XT от Asus. Она вошла в линейку ROG Strix и получила систему жидкостного охлаждения. Подробные характеристики такого зверя пока не раскрываются, зато известно, что он потребует 3 разъема питания и дорогой блок. А игра Cyberpunk 2077 смогла поставить новый рекорд в Steam. Сразу же после релиза в игре был онлайн в 1 миллион человек. В Ведьмаке, например, был рекорд всего в 100 тысяч, а первые 3 места по онлайну держат Dota 2, CSGO и PUBG. Однако Cyberpunk продавался не только в Steam, поэтому количество игроков на всех площадках было намного больше. В яблочном же лагере происходит действительно хаос. Компания Apple решила окончательно урезать комплектацию и вытащить из коробки с айфоном еще что-то. В компании уже рассматривают вопрос об удалении из комплекта кабеля Lightning или еще чего-то. В общем, лет через 5 iPhone будет продаваться без ничего, в целлофановом пакете, который изготовлен из разлагаемых материалов. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!